Всем привет, друзья, с вами НС, это «Хочу знать», выпуск 22. Фишечки новые, фишечки старые, фишечки разные. Погнали! Не так давно тамба Undying была изменена. Теперь, чтобы уничтожить ее, вам нужно нанести по ней определенное количество ударов. При этом ваш урон не имеет значения. Если говорить о тамбе 4 уровня, то вам понадобится 7 ударов героя или 14 каких-либо призванных существ. В связи с этим изменением открылась одна важная особенность. Урон иллюзий под тамбе приравнивается к урону героя. Вам нужно всего лишь 7 ударов иллюзий, чтобы тамба исчезла. Естественно, два наиболее эффективных борца с тамбами — это Нага и Лансер. Феникс — прекрасный персонаж и отличный хардлейнер, но часто его оставляют на произвол судьбы и не помогают даже проверить руну на первой минуте. Не стоит отчаиваться. Феникс может без проблем воровать у противников руны, благодаря Икарус Дайву. Встаем вот здесь, используем Икарус Дайв в эту область за полсекунды до появления руны. Во время движения кликаем на область, где должна находиться руна. То же самое работает и для Дайер. Само собой, этим способом вы можете брать не только первую руну, но и любую другую руну в игре. Это достаточно безопасно, так как Феникса в Икарус Дайве остановить не так-то просто. Фишка может не получиться с первого раза, потому что очень важно, куда вы используете Икарус Дайв. Перед тем, как пробовать в играх, потренируйтесь в лобби. Малоизвестный факт: щит Эмбер Спирита можно снять диспелом, например, диффузами. Знание это полезно, но, как правило, если у вас уже есть диффуза, то щит Эмбер Спирита не так-то важен, он силен на первых уровнях. Из-за этого щита Эмбер неплохо стоит в миде, а гангать его там достаточно тяжело. И вот тут важно помнить, что торнадо инвокера тоже обладает эффектом диспела. Поэтому, если видите против себя Эмбера, можете смело брать инвокера, и даже если не собираетесь играть через Векс класс, возьмите Векс хотя бы на единичку. В случае ганга вы всегда сможете снять с Эмбера его щит, после чего он станет легкой добычей. Продолжаем исследовать фишки и возможности из последнего патча. Еще один интересный персонаж — Спектра. Ранее дисперсия Спектры работала так: чем больше урона получила Спектра, тем больше урона получили все противники вокруг. Но дисперсию слегка поменяли, и теперь она работает несколько другим образом. Неважно, сколько действительного урона получила Спектра, дисперсия отражает урон обратно до момента получения его самой Спектрой, после чего уже обсчитываются различные магические и физические резисты самой Спектры. Чтобы было понятнее, проведем эксперимент. Берем Спектру, покупаем ей очень много брони и атакуем ее Свеном. Как видите, Свен получает чуть ли не больше урона, чем он отнимает у Спектры. При этом сильно страдают и остальные его союзники. Дисперсия возвращает урон Свену до того, как он наносит его Спектре. То же самое и с магическими эффектами. На основе этого можно придумывать различные комбинации. Если против нас много физических ДПСеров, то отличной комбинацией со Спектрой будет Дазл и его ультимейт. Естественно, предметы типа Керасы на самой Спектре и Solar Crest в команде. Если у противника много магических ДПСеров, то Спектре можно купить даже Худ, а еще очень хорошим выбором станет Оракл. Спектра вообще не будет получать урона от магии под вторым скиллом Оракла, а враг будет убивать сам себя. Важно еще знать, что Спектра возвращает тот тип урона, который получает, поэтому вместе с ней в команде очень интересно смотрится Elder Titan, который снижает как магические, так и физические сопротивления противников своей ауры. Напоследок хочу рассказать вам одну очень интересную фишку с Триант Протектором. Если Триант прячет обычного крипа на линии, то этот крип начинает игнорировать все происходящее и просто бежит по прямой до упора, пока с него не исчезнет инвиз. В общем-то, фишка достаточно безобидная и, казалось бы, бесполезная. Однако на ее основе можно построить целую стратегию при игре за Radiant. Когда вы сломали две вышки на верхней линии, вы можете спрятать крипа в районе тир 1 вышки Дайер.
Крипы по этой линии всегда идут около леса, поэтому ваш крип-диверсант пройдет очень большое расстояние и выйдет из инвиза практически под базой противника. Находясь здесь, он выключит бэкдор-систему. Вы можете телепортироваться на этого крипа при помощи тревелов, или, что еще интереснее, сделать релокейт Виспом и Тини. Такой подлянки мало кто ждет. Вы легко можете развести противника на глиф или вовсе неожиданно разломать бараки. Разрушены. Казармы противника на верхней линии разрушены. Надеюсь, фишки были интересными и они помогут вам в игре. А если так, то ставьте видео лайк, подписывайтесь на канал, рассказывайте о нем друзьям. С вами был НС, до скорых встреч! Если говорить о тамбе 4 уровня, то вам понадобится 7 ударов героя или 14 каких-либо призванных существ. Каких-либо призванных существ. Давай. Да, давай. Перед тем, как... Еще раз фишки. Давай, ну. Я уже начал слезиться и заплыл. Дзен, поймал дзен. Все нормально. Угу.